Седые волосы и пряди. Еще один очень важный параметр, я немножко уже о нем говорил чуть ранее. Для тех, кто все-таки уже подходит к какому-то возрасту или уже в возрасте, и вы понимаете, что в принципе у вас должны быть седые волосы, или, например, как у меня, так как у меня уже борода начинает постепенно сидеть, появляются седые такие споты, и поэтому я заказываю тоже седые волосы. Также нужно обращать внимание на волосы, которые у вас по бокам. Здесь у меня тоже, если отрастить волосы, они становятся, здесь уже есть седые, поэтому всегда любую систему я заказываю с проседениями. Да, если бриться, например, такой прической, как у меня сейчас, то есть практически 0, но здесь опять-таки, здесь не полный 0, здесь у меня есть вот свои волосы, то есть вот у меня идет небольшим таким переходом, что называется фейд, да, но если я отращу здесь волосы, то тоже будет заметно, что попадаются седые волосы. Поэтому я заказываю свои системы волос тоже с просединами, то есть это могут быть проседины определенной плотности и процентным соотношением. Для себя, для меня, например, точнее, подходят седые волосы где-то с процентным соотношением 5-6%. Это нужно смотреть под вас. Вы можете заказать систему волос с седыми волосами и посмотреть, насколько вам это будет, скажем так, соотношение подходить. Может быть, это будет слишком много, потому что все системы волос, которые я заказывал, там где-то 10% волос это были седые волосы, и для меня это слишком много, и я от них, можно сказать, избавлялся, то есть обрезал их постепенно, тоже такая скрупулезная работа, то есть мне нужно было сидеть несколько часов, там часа 2-3, наверное, и под самый корень обрезать эти волосы, потому что если их постричь, они могут внутри торчать и поднимать все остальные волосы. Ну, то есть есть определенная специфика. Поэтому это можно достичь, точнее понимание, сколько вам нужно конкретно седых волос, и какое процентное соотношение уже из практики. То есть вам нужно заказать сначала одну систему, и вы посмотрите, достаточно или недостаточно. Также помните о том, что седые волосы могут быть разные. Они могут быть искусственные, они такие более плотные, и натуральные. Натуральные волосы, их можно покрасить в седину, хотя краска все равно сбивается и возвращается. Да? Что же касается искусственных волос, они не красятся. То есть, если вы, например, закажете, например, там, не знаю, черную систему, покрасите ее в белый цвет, помните о том, что седые искусственные волосы, скорее всего, они все равно будут видны. С другой стороны, может быть, вам и не нужна будет вот эти седые вкрапления, потому что их намного тяжелее найти, чем обычную другую систему, если вы планируете покрасить волосы. То есть, еще раз я повторюсь, тот момент, вам нужны седые вкрапления при соблюдении двух основных моментов. Первый момент. Нужно, чтобы ваш цвет, вы уже знали, какой конкретно вам нужен цвет, чтобы он мачился с вот этими волосами, которые у вас есть, подходил, да, и вам не нужно было их перекрашивать, потому что если вы перекрасите, вы можете заказать систему волос с седыми волосами, но ее закрасить, по сути, их видно не будет. И второй момент – плотность. Плотность вам нужно тоже понимать, какая плотность седых волос вам будет, чтобы это выглядело и не слишком седые волосы, и в то же время, чтобы вам то есть были определенные вкрапления, и это придавало какой-то натуральность. Но помните о том, что седые волосы, точнее вкрапления в седые волосы найти намного сложнее, и это может стоить дороже. Поэтому это, наверное, более будет актуально для тех, у кого вот прям реально много своих седых волос, и чтобы это выглядело вот прям реально подходило то, что у вас находится здесь. Тем более сочетание цветов, чтобы именно к вашему цвету была система с седыми волосами. Да, есть кастомайзинговые системы, которые нужно заказывать, но на данный момент очень большой срок ожидания. Это иногда доходит до полугода такой системы. То есть это система, которая будет делаться конкретно под вас. Эти системы также можно заказать. Можете написать мне, и я вам помогу с этим. Но эти системы нужно ожидать. Также напоминаю вам о том, что я ищу хороших поставщиков систем волос, чтобы они были, если вам нужно, чтобы вы могли их также заказать. Все это будет рано или поздно или в телеграм-канале, или на сайте, и там сможете найти систему волос, которые я подбираю для себя и могу предложить вам. Пока их нет, можете писать мне в личку и посмотрим,
что для вас можно подобрать. Система по подбору волос платная. Не забывайте о том, что мой труд также должен оплачиваться, мое время. Консультация длится час. За это время я уверен, что вы найдете очень полезное для себя и сэкономите деньги, которые вы могли бы неправильно, скажем так, использовать, да, для подбора систем, и разочаровавшись в неправильной системе, навсегда об этом забыть. Моя цель рассказать вам и о подводных камнях, и что же такое система волос, как их лучше использовать, чтобы вы понимали, чтобы вы были уже к этому готовы, да, и использовали, как использую я. Мне, например, это очень нравится. Вот. И не забывайте также первое видео, которое я рассказывал о том, кому подойдут системы волос, а кому нет. Изначально нужно ориентироваться и отталкиваться именно от этого, потому что если вы по многим пунктам понимаете, что вам не подойдут системы волос, тогда, может быть, даже и не стоит их пробовать. С другой стороны, можете купить самую дешевую систему волос, проклеить, поносить и посмотреть, подходит вам это или нет. Потому что может быть и так, что всю жизнь вы будете мучиться от того, что вы хотели, но что-то не попробовали. Лучше попробовать один раз, подготовиться к этому, знать, как это все работает, как все это клеится. И именно для этого я создал свою платную услугу по подбору системы волос. Итак, мы переходим к следующему разделу, который также будет вам полезен. Это уже более практические советы. Поехали!